Всем нам Бермудский треугольник известен тем, что в нем пропало бесчисленное количество самолетов и кораблей. Но что, если эту аномальную зону можно победить? Привет, интернет! Меня зовут Виолетта, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я рассказываю вам разные интересные детективные истории. Сегодня я расскажу вам историю одного пилота, который побывал в Бермудском треугольнике и на себе испытал аномальные явления этого места. Итак, речь пойдет о небольшом одномоторном самолете Beechcraft Bonanza. На борту пилота Брюса Германа было двое пассажиров, его отец и деловой партнер. Они вылетели с острова Арнес на Багамах и направились на северо-запад побережья Флориды. Это было 4 декабря 1970 года. Если вы нарисуете линию, соединяющую Бермудские острова, Пуэрто-Рико, Майами и ведущую обратно к Бермудам, то что вы получите? Правильно, этот треугольник. Весьма зловещее место, печально известное тем, что всего лишь за несколько последних столетий в нем таинственным образом исчезло более 2000 кораблей и 200 самолетов. И самолет Брюса Германа тоже побывал в его холодных объятиях. Это был обычный полет, который Брюс совершал уже десятки раз. Путешествие обычно занимало около 1,5 часов, и никаких проблем никогда не возникало, собственно, как и разных аномальных явлений. Мужчины беспокоились не больше, чем все мы во время ежедневных поездок на работу. Но в этот раз все будет по-другому. Ведь им предстоит столкнуться с действительно необъяснимыми и, возможно, даже таинственными вещами. Брюс взлетел и начал набирать высоту. Странные вещи начали происходить с самого начала. На высоте около 300 метров он заметил впереди небольшое облако. Внезапно оно начало расти. Это происходило не из-за того, что самолет подлетал ближе. Облако на самом деле значительно увеличилось в размерах. Брюсу пришлось пролететь через него и вылететь с другой стороны. Еще одно таинственное облако появилось на высоте 3500 метров. И оно было действительно очень огромным. Оно было настолько огромным, что у Брюса не было другого выбора, кроме как пролететь и через него. Поэтому он сосредоточился, сделал глубокий вдох, и самолет вошел в облако. Вокруг самолета стало темно, как ночью, так что не было видно ни одного луча света. Но это была не грозовая туча, и дождя тоже не было. Брюс начал беспокоиться. Внезапно он увидел вспышки белого света, которые появлялись и исчезали с быстротой молнии. Но Брюс точно знал, что это никакие не молнии. Вспышки были такими яркими, что освещали все вокруг себя. Брюс пролетел еще полчаса, когда вдруг понял, что это было то самое облако, через которое он пролетел, когда начал набирать высоту. Но теперь облако имело форму цилиндра, и самолет находился прямо в его середине. Это облако было более километра в ширину и казалось просто бесконечным. Брюс подумал, что уже никогда не сможет выбраться из этой ловушки. Но через минуту он наконец увидел свет в конце туннеля. Брюс держал штурвал прямо по курсу. Он почти выбрался из этого кошмара. Но внезапно снова стали происходить странные вещи. Стены облачного туннеля начали сужаться, приближаясь к самолету. Один за другим начали выходить из строя навигационные приборы. Компас вращался сам по себе против часовой стрелки. Были неисправны все электронные приборы. Как будто самолетом управлял кто-то другой, и он двигался сам по себе внутри какого-то течения. Все попытки Брюса взять ситуацию под контроль были тщетны. Он продолжал полет по этому странному туннелю, полной решимости выбраться и выжить, чтобы рассказать всем эту историю. Тем временем стены продолжали сужаться, становились все уже и уже, закручиваясь как вихрь. У Брюса совсем не осталось времени. Ему нужно было выбраться из этой тучи как можно скорее. Следующие 20 секунд были самыми напряженными в его жизни. Зато потом он, наконец, смог вырваться из этой ловушки. Как Брюс описывал позже, когда он, наконец, покинул туннель, на 5 секунд он почувствовал себя в невесомости. Облака рассеялись, и теперь самолет летел в сероватой дымке.
Все мужчины вздохнули с облегчением. Брюс тут же схватил рацию и связался с наземным управлением, попросив определить его местоположение. Но когда диспетчер посмотрел на зеленый экран, то он был очень сильно удивлен, потому что самолета Брюса не было на радаре. Как будто он был полностью невидимым. Но потом диспетчер объявил, что самолет уже находится в воздушном пространстве Майами. Брюс был абсолютно потрясен, ведь это не могло быть правдой. То расстояние, которое он должен был преодолеть, составляло около 400 километров. Помните, я вам говорила, что весь полет занимал около 90 минут? Но на этот раз на дорогу ушло всего 47 минут. Данная модель самолета может лететь со скоростью всего 290 км в час. Взглянув на цифры, любой сказал бы, что это просто невозможно. Может, диспетчер ошибся? Но когда облака рассеялись, Брюс увидел, что он действительно находится над Майами. К счастью, самолет благополучно приземлился. И теперь настало время попытаться разгадать эту загадку. Что же на самом деле произошло на этом рейсе? Брюс проверил оставшееся топливо и свои часы. Но после вычислений он запутался еще больше, потому что его самолет не израсходовал столько топлива на этот полет, сколько должен был. Брюс не мог ошибиться, потому что он был опытным пилотом. К 20 годам он налетал уже более 600 часов. Кроме того, это воздушное пространство он знал как свои 5 пальцев, ведь он летал по этому маршруту огромное количество раз. Все доказательства, которые имелись, явно указывали на то, что самолет каким-то образом просто проскочил половину пути. Брюс довольно долгое время размышлял об этом происшествии. Он даже консультировался с профессорами и экспертами, но никто из них так и не смог объяснить, что именно произошло в тот день. Поэтому он выдвинул свою собственную теорию и даже написал об этом книгу. Брюс пришел к выводу, что все дело в том самом электрическом тумане с белыми вспышками. Другие люди предполагают, что скачок во времени произошел из-за темной энергии. Да-да, из-за той самой темной энергии, из-за которой расширяется наша Вселенная. Эта энергия могла искривить пространство и время, подобно черной дыре, образовав этот странный туннель. Брюс попал в этот туннель совершенно случайно. И на самом деле ему очень повезло из него выбраться. Именно поэтому он так быстро оказался в воздушном пространстве Майами. Но темная энергия – это всего лишь теория, которая пытаются объяснить необъяснимое. Но все-таки как Брюс смог преодолеть такое расстояние за такое короткое время? На этот вопрос до сих пор так и нет ответа. Но некоторые детали объяснить все-таки можно. Архивные записи показывают, что в тот день было зафиксировано 84 солнечных пятна, а также солнечный ветер, который двигался со скоростью 700 км в секунду. Это могло вызвать возмущение в магнитосфере Земли, которая и вывела из строя все приборы и радары самолета. Так что версия Брюса о том, что он находился в электрическом тумане, могла быть верной. Но что касается странных облаков, то это довольно распространенное явление в той области. Там постоянно сталкиваются зоны с низким и высоким давлением, и как результат появляются грозовые тучи. Возможно, то облако, которое росло на глазах у Брюса, было двумя мощными пересекающимися потоками. Однако никто так и не смог объяснить, каким образом самолет так быстро долетел до Майами. Что ж, может быть, в будущем об этом станет известно. А пока этот случай является одной из загадок Бермудского треугольника. Но это еще далеко не самый шокирующий инцидент, который там произошел. В 1945 году в Бермудском треугольнике пропало сразу 5 самолетов. 5 декабря в этом районе несколько летчиков, которые были курсантами военно-морского флота, проводили тренировочные полеты. Их основной задачей была навигация. По иронии судьбы, они не смогли найти дорогу обратно на базу и заблудились. Многие полагали, что у них просто закончилось топливо, что, вероятно, и стало причиной инцидента. Но обстоятельства этого дела были очень странными. Курсантов вел опытный лейтенант, который налетал уже более 2500 часов. Он просто не позволил бы группе новичков залететь настолько далеко, чтобы заблудиться. Этот инцидент получил название «Рейс 19».
Даже сейчас не утихают споры о том, что же тогда произошло. 3 года спустя в том же районе исчез пассажирский самолет, который летел в Майами из Пуэрто-Рико. На борту самолета находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа. Погода была ясная на протяжении всего полета. Но эксперты думают, что самолет мог быть сбит с курса сильным ветром, когда он находился всего в 80 километрах от побережья Майами. Много лет спустя водолазы нашли в воде похожий самолет, но поскольку на нем не было регистрационных данных и некоторых деталей, то никто так и не смог подтвердить, что это был тот самый самолет, который пропал во время полета в Майами. В январе 1948 года в Бермудском треугольнике пропал еще один самолет, на борту которого находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа. Этот самолет исчез где-то между Азорскими островами и Бермудами. Тайна исчезновения этого самолета, наряду с другими бесчисленными исчезновениями, так и остается неразгаданной. Конечно, может быть, самолеты и корабли действительно терпят крушение в этом районе и тонут. Но на то, чтобы достать с дна океана корабль или самолет, если все эти корабли и самолеты действительно оказываются погребены под его волнами, нужно очень много денег. Поэтому мы, наверное, так никогда и не узнаем, что скрывает в своих водах Бермудский треугольник. Бермудский треугольник так и остается одним из аномальных мест нашей планеты, которая притягивает уфологов со всего мира. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео, если хотите еще больше узнавать о подобных местах на нашей планете. С вами была Виолетта, и я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас люблю, целую и обнимаю.